Добрый день, с вами Аграфина и мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе боевая, наказание, рассоры, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни. Вы можете найти меня также в Инстаграме. Есть мой телеграм-канал, где я публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию на других площадках. И сегодня у меня расклад по здоровью Путина на конец лета нас интересует. То есть это уже примерно осталось где-то 2 месяца. Мы заодно посмотрим, как работает расклад на здоровье. Я буду его комментировать. И не то, чтобы мы желали сильно здоровья Путину, не то, чтобы нас это сильно интересовало. Нас это интересует с точки зрения того, что его слухи о его плохом здоровье уже давно болтаются по интернету. И естественно, что какой-то кризис внес бы в стан врага нашего большие проблемы все-таки, да. Не то чтобы все решилось, но проблем бы было много для них. Итак, что будем трактовать? Первая карта дает нам представление в целом, что будет на, допустим, 1 сентября, то есть к этому периоду. Мы заглядываем вперед. То есть мы задаем практически любой вопрос. Король жезлов. Он не король жезлов. Однако он у нас весы. Карта показухи. То есть человек показывает, что он как бы лучше, что ему лучше, чем он чувствует себя на самом деле. Старание показать себя лучше. Хотя король жезлов, он перевернутый у нас, может означать вполне, что человек с этим жезлом не трудоспособный. Вот насколько, посмотрим сейчас. Первая карта у нас, мы смотрим голову. Голова имеется в виду виски, на предмет давлений, всяких инсультов, всадник кубков. Тут можно сказать, что все в порядке. Эмоции, равновесие, то есть возможно какие-то там приливы давления, но оно кратковременное. Тут пока тихо. Дальше идет горло, чтобы вы видели, что я выкладываю. Горло, то есть в том числе щитовидка, гланды, ухо, горло, нос, одним словом. Ага. А вот тут вот аутоиммунная болезнь, борьба организма против самого себя, но еще не факт, кто победит. Действительно есть такая штука. Смотрим дальше. Идут у нас по органам легкие, дыхательные, трахеи, легкие. Ну, тут все в порядке. Идет карта согласованные органы, то есть они работают, вдыхают, выдыхают. Можно сказать, хорошее состояние. Дальше идет у нас сердце. Смотрим. Вытягиваю при вас. Опа! А вот тут серьезная штука. Эта карта означает реанимацию вообще-то. Когда она попадает в сердце, говорит о том, что тут будет запущен аппарат, искусственное сердце, то есть будут заводить это сердце, тут фактически спасать как бы будет его любой ценой. Потом посмотрим подробнее. То есть остановка сердца, с чем она связана? Посмотрим. Вот вам и неработоспособность. Ну, по 5 мечей могут и спасти, но это... Сейчас посмотрим дальше. Так, наше пищеварение, то есть верхний желудок. Желудок работает, все варится, переваривается,
печень, желчный, все тут работает. Хотя может быть переизбыток чего-то, может быть слишком много каких-то лекарств введено, каких-то... Ну, в целом они позитивно влияют. Тут одна карта плохая на сердце. Так, наша нижняя там кишечник. Ну, кишечник, тут диета. То есть тут явно человек должен выбрать что-то для себя, чтобы поддерживать себя. Без этого никак. По нижним отделам не очень карта, но она не опасная. Ну, то есть ограничения в еде. Дальше смотрим. Почки, мочевой пузырь. Тут все отдельно. Именно... Тут, видите, неприятности идут вниз живота, потому что кишечник и органы, почки, мочеточники находятся примерно, да, на одном уровне. Тут явно какая-то инфекция, но она тоже как бы мелкие неприятности. Половая система. Угу. Вот он ушел. Отшельник, попадающий в нашу половую сферу, говорит о том, что проблемы из почек этих связаны они. И кроме того, по этой карте есть очень много симптомов, которые как бы выглядят... То есть очаг лежит в половой системе, но он может сказываться и на других системах. Вот что. И искажать как бы внешнее проявление болезни. Итого тут низ живота проблематичный. Видим, кишечник требует диеты, воспаление в почках, мочевом пузыре. И самое главное, что вот тут вот на уровне крестца где-то там, то есть вот эти вот органы страдают. Ну что тут сердце? Сейчас посмотрим дальше. Глаза отдельно, как орган смотрится. Вау, что-то тут такое. Опа. Ну, видите, дьявол, который попадает в глаза, это говорит о том, что тут искажение зрения, причем связано оно с какими-то токсичными, тут я так понимаю, все-таки идет внизу живота и сердца. То есть идет изменение зрения, потому что влияют очень сильно какие-то либо лекарства, также загрузка, как вообще инфекция. Тут что-то расходится, инфекция вот очаг ее внизу живота, плюс сердечная проблема. Сердечная проблема очень серьезная, если на это еще можно так-сяк смотреть. Вообще дьявол говорит о том, что в глазу происходят также необратимые изменения. Дьявол вообще одна из карт также и рака. Ну, сейчас посмотрим, что такое. Дальше зубы. Ну, зубы, возможно, что тут какие-то нервные окончания. Ну, глаза, зубы, они очень завязаны на вот этих на лице. Тут что-то тут... Вообще плохие карты пошли. Серии девятка мечей и пятерка мечей, и отшельник, это еще не самая плохая карта. Вот, сейчас посмотрим, что дальше. Позвоночник. Ну, позвоночник с перспективой излечения. Вообще звезды говорят о том, что организм в каком-то процессе находится, то ли в растяжке, то ли он тянется, то ли он что-то... То есть тут ничего такого нету. Но тем не менее звезда говорит о том, что есть какая-то цель, да, для этого позвоночника, то есть им явно надо заниматься или или в прошлом что-то было. И суставы, артриты и так далее. Тому
Ну, тут нет. Тут может быть, конечно, какие-то накопления солей. Итого я могу сказать такое, что есть опасность того, что... Ну, то есть вот эти вот карты внизу живота, вот эти вот мочеполовые, кишечник, там застой, проблемы. Кроме того, они дают о себе знать, эти проблемы. А вот на уровне глаз и зубов, да, странно, есть и сердечная болезнь. Сердечная болезнь вплоть до ну, какой-то, может быть, пересадки. Тут с сердцем очень серьезные проблемы. Ну, давайте посмотрим. Потому что уже достаточно пятерки мечей дьявол. Можно сказать, что это особенно пятерка мечей, которая попала на сердце. То есть тут его будет спасать. Грубо говоря, может он в коме будет находиться. Сейчас посмотрим, чем это закончится вообще. Ну, просто одна карта. Поскольку человек явно пытается выглядеть бодрячком. Ну, тут как реанимация. Что-то там в глазу у него зреет. Да, и, кстати, аутоиммунка на щитовидке. Но она так, соу-соу. Есть тут проблемы полезли. Ну, давайте так, подробности по поводу сердца. Чем и вот эта ситуация закончится, поскольку она патовая. Будут лечить, поддерживать, запускать сердце. Тут будет остановка сердца. Чем закончится вот этот дьявол? Ага, вот тут хуже ситуация, что тут придется лечить и лечить. Чем закончится вот этот дьявол? Ой, тут отшельник. Вообще самое плохое место это у него половая система, поскольку по отшельник, верховная жрица говорит о том, что там назреет, вот там вот какой-то как рак. И дьявол рак. И тут системное заболевание идет. Мочеполовой системе, в глазах и сердце. Ну, тут явно, что будет вроде как запустят, но вот это вот говорит о том, что это уже последняя стадия. Тут и отшельник, и верховная жрица, и дьявол, и все тебе дела. Да, его медленно точит. Скорее всего, что это метастазы. Ну, давайте так, что будет. Будет ли он, допустим, в сентябре, чем эта ситуация, можно уже собрать, наверное. Потому что тут человек реально болен, сердце ему запустят. Давайте так, надолго ли? На сентябрь. Просто одной картой перспектива выйти из этого всего. Он может впасть в какое-то состояние, быть на уколах, в том числе обезболивающих или на специфических веществах. В общем, вы поняли. Вот так вот. Так что тут все очень серьезно. Я думала, что как все обычно я раскладывала когда-то там было отличное состояние здоровья, как видите. И сейчас вот так. То есть в августе он перенесет остановку сердца. Есть метастазы, щитовидка там, аутоиммунка какая-то. Ну, в общем, тут букет не слабый, и остается человек в Луне. Это между небом и землей на чем-то сидеть будет. В таком вот